you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые гибридные наушники от компании Meyer Audio и стоимостью $210. И поставляются они в небольшой коробке с изображением самих наушников здесь на лицевой части и названием этой модели Sliva SL41 Pro. Ну а здесь находится график частотной характеристики этих наушников, а вот технические характеристики здесь, как всегда, нигде не указаны, но благо их можно без проблем найти в описании на AliExpress. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм для воспроизведения низких частот. Два арматурных излучателя от Knowles используются уже для средних частот, и еще два кастомных арматурных излучателя используются для высоких и ультравысоких частот, а чувствительность составляет 108 дБ, и они получили довольно высокое сопротивление 43 Ом, поэтому на раскачку эти наушники будут довольно средние. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. И сюда вы можете поставить как балансный штекер на 4,4 мм джек, так и обычный штекер на 3,5 мм. А еще здесь есть вот такой вот адаптер Type-C для подключения этих наушников к смартфону. Небольшой фирменный кожаный кейс. Щеточка для чистки наушников. Набор силиконовых амбушюр и пенные насадки. Ну и инструкция по использованию наушников. Эти наушники выполнены из черной смолы с использованием стабилизированного дерева для лицевых панелей. И за счет этого они имеют вот такой вот очень уникальный и красивый рисунок, дополненный надписью Sliva на обоих наушниках. Ну а здесь у них располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом находится единственное небольшое отверстие для компенсации, которое со своей функцией справляется отлично. А здесь уже располагается у них блок с переключателями. И если первый переключатель регулирует низкие частоты, то второй регулирует соответственно высокие. Но на внутренней части здесь у них указано название этой модели и имеется маркировка канала. А звуковод у них металлический, имеет длину 4 мм, диаметр 5 мм и получил выделенный бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр, а еще был защищен металлической сеточкой. Ну а с посадкой у этих наушников все отлично, как и у предыдущих моделей компании Meyer Audio, проблем при их использовании абсолютно никаких нет. К тому же и звукоизоляция находится, как всегда, на высоте, да и комплектный 4-жильный модульный кабель очень хорошего качества. И в плане удобства, и в плане звука получается так, что его можно даже и не менять, и спокойно сразу прослушивать эти наушники именно с ним. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики гибридных наушников Meyer Audio Sliva SL41 Pro. И при использовании стандартной настройки сразу из коробки, а именно с активированными двумя переключателями, они имеют усиление низких частот на 12 дБ с очень ранним и плавным переходом к области нижней середины. А основной акцент в области верхней середины здесь идеально приходится на 2,5 кГц. А затем мы видим, как высокие частоты уже постепенно затухает после 10 кГц, поэтому здесь сразу нам становится ясно, что это будут определенно не яркие и совершенно не светлые по своей подаче наушники. А вот если мы выключим оба переключателя, то у этих наушников в первую очередь заметно так ослабляются низкие частоты, а затем уже ослабляются самые дальние высокие частоты. Разница, конечно, безусловно тут есть, но я бы не сказал, что она здесь слишком большая, хотя на слух разница более существенная, чем на графике, понятное дело. Ну, в общем, давайте не будем терять время и лучше более подробно обсудим звучание этих наушников. Низкие частоты в Sliva SL41 Pro это точно не про какое-то басхедное шоу, а про спокойный, умеренный и очень ровный бас, который сразу ощущается частью общей музыкальной картины, а не чем-то отдельным. И здесь упор в первую очередь был сделан на мягкий, но достаточно глубокий сабас, который излишне не давит на вас,
бас не вибрирует слишком навязчиво, а будто просто создает под музыкой такую устойчивую опору, добавляя треку именно ту глубину, которая ему необходима. А вот мид-бас подан здесь очень сдержанно и спокойно. Он вообще никак там не раздувает середину и не пытается добавить ей какого-то лишнего веса и тепла. Он звучит максимально собранно, аккуратно и будто специально удерживает себя в рамках, чтобы ничего не перетекало туда, куда не надо. И за счет вот такой вот предельной сдержанности бас в целом воспринимается не как какой-то ударный дополненный акцент, а как очень умеренный, но достаточно телесный фундамент. И именно на этом фоне проявляется его явная прозрачная текстурность, естественно и без каких-то лишних попыток что-то приукрасить, поскольку бас в целом здесь по восприятию скорее плавный и тягучий, чем какой-то быстрый и жесткий, и в нем больше именно вот этой музыкальности, чем агрессии, и ты легко чувствуешь форму басовых партий, их движения, но не сталкиваешься с перебором или какой-то избыточной массой. Все подано здесь настолько аккуратно, что не сдержит глубину и добавляет телесность, при этом абсолютно никак не мешая ни вокалам, ни инструментам в середине, оставаться достаточно прозрачными и более уже свободными по восприятию. И в итоге такой низ воспринимается цельно и естественно, без каких-то там броских акцентов, без резких всплесков и без попытки казаться мощнее, чем он есть. Это просто такой зрелый, спокойный бас, который работает не ради какого-то безумно показательного шоу, а ради того, чтобы музыка звучала естественно и очень комфортно. Ну а средние частоты в слива SL41 Pro это про ту самую спокойную, зрелую и очень ровную подачу, без яркости или навязчивой энергичности. Звук очень мягкий, плавный и теплый, но с достаточной прозрачностью и воздухом, чтобы музыка звучала более открыто и легко, а композиции дышали сами по себе, без ощущения какой-то сжатости или искусственного усиления. И вокальные партии здесь воспринимаются максимально естественно. Они стоят выйдя близко на сцену, подаются разборчиво и с правильной телесностью и полнотой в нижней середине. И самое главное, что отлично передают характер исполнения, и вам легко слышны как нюансы дыхания, так и интонации и уже различные какие-то мелкие акценты на фоне. Но подаются они всегда аккуратно, да так, что вокал словно остается всегда частью музыки и звучит живо, ровно и убедительно, не перетягивая прям все внимание на себя, но и не теряя своей естественности. И на фоне вокала инструменты раскрываются уверенно и детально. Каждая партия занимает свое место, звучит полно и телесно и с достаточной плотностью, чтобы ощущалась и масса, и характер инструмента, что, друзья, тоже важно. И поэтому гитары, клавиши, струнные и другие уже различные какие-то инструменты подаются здесь с правильной динамикой и аккуратной артикуляцией. Слышно и форму, и оттенки звучания, но без каких-то резких всплесков и агрессии. И они словно просто сдерживают баланс с вокалом и низкими частотами, создавая чувство сцены, где каждый элемент находится на своем месте, никак не мешая другим, но при этом ощущается плотность и общая насыщенность звучания. И в итоге средние частоты в слива SL41 Pro воспринимаются гармоничными, зрелыми и комфортными. Они делают композицию цельной и живой, поддерживают вокалы и инструменты и обеспечивают вам естественное и приятное для длительного прослушивания звучание. Ну а высокие частоты в слива SL41 Pro словно просто аккуратно продолжают вот это максимальное ощущение зрелого и сбалансированного звучания, которое задают низы и середина, и они будто полностью органично вписываются в общую картину, никогда излишне не выпячиваясь и не утомляя ваш слух, поскольку здесь они поданы очень аккуратно, они достаточно прозрачные и умеренно чистые и с хорошим ощущением воздуха вокруг инструментов и вокала. Не так, конечно, выразительно, как у D62 и CK2V, но все же по-прежнему они дающие музыке нужное пространство и легкость. И вот за счет вот этой такой мягкой, ненавязчивой подачи верхов здесь создается такое очень комфортное восприятие сцены. Она раскрывается шире, становится свободнее, а детали сохраняют свою форму и положение, не теряясь и не превращаясь в какие-то непонятные и резкие сибилянтные всплески. И благодаря именно такой ровной, я бы даже сказал, около мониторной
правильной подачи высокие частоты никогда не давят и не пытаются доминировать, а наоборот будто бы подчеркивают общую музыкальность этой модели. И вы легко слышите как оттенки тарелок, так и легкие акценты перкуссии, движения струнных, но все это подано здесь настолько грамотно, что ничего и никогда не выбивается наружу и не нарушает общий характер звучания. И здесь у меня вообще сложилось такое ощущение, что верха работают точно по той же логике, что и низы с серединой. Все ровно, все аккуратно и все держится всегда будто бы в единой линии. И в итоге высокие частоты слива SL41 Pro воспринимаются очень цельными и гармоничными. Они раскрывают сцену, добавляют прозрачности, поддерживают баланс низов и середины и делают музыку более живой и естественной. Это именно тот тип верхов, который позволяет слушать музыку долго, не утомляясь и при этом полностью ощущать каждый нюанс исполнения спокойно, уверенно и максимально комфортно. Ну а звуковая сцена в слива SL41 Pro завершает их спокойный, ровный и гармоничный характер, и воспринимается она не как какое-то демонстративное расширение или попытка удивить вас сверхшириной, а как очень естественное стабильное пространство, где каждому звуку хватает места, чтобы раскрыться спокойно и без лишней суеты. Да, конечно, она не сверхогромная, не подавляющая, а именно та, которая создает ощущение правильной вовлеченности в прослушивание, где ты будто бы сидишь чуть ближе к сцене, слышишь все достаточно широко и свободно, но без искусственного увеличения расстояний или попытки сделать звук более аудиофильским, чем он есть. И при этом позиционирование здесь довольно уверенное. Инструменты и вокалы занимают свои места максимально четко, ничего не перемешивается, не сваливается там в кучу, и ты легко улавливаешь, откуда приходит каждый звук, а горизонтальная ширина ощущается комфортной. Верх не давит, низ не заваливает в центр, и сцена раскрывается именно так, как и было задумано в композиции, без попыток расставить акценты там, где их нет. Да и к тому же глубина тоже чувствуется. Пусть она такая и аккуратная, она не уходит слишком далеко, но дает вам нужное ощущение слоистости. И за счет этого композиции звучат более живо и объемно и в правильных пропорциях. И благодаря такой подаче сцена в слива SL41 Pro воспринимается цельной и естественной. Она не пытается впечатлить вас какими-то сверхрастянутыми размерами, а создает ощущение стабильного, хорошо собранного пространства, где каждый звук находится на своем месте и раскрывается ровно настолько, насколько это нужно. И именно поэтому музыка звучит спокойно, свободно и комфортно. И ты можешь слушать долго, не уставая и не теряя вот этого ощущения структуры и глубины. Ну а вывод у меня получился таков. Meyer Audio слива SL41 Pro — это очень зрелые и сбалансированные гибридные наушники с обновленным характером звучания. Они звучат теплее, нейтральнее и честнее, чем оригинальные SL41, и при этом остаются такими же очень комфортными и легкими для длительного прослушивания. Но благодаря их переключателям вы легко сможете подстроить звук под свой вкус, добавив немного акцента на бас или высокие частоты. В общем, друзья, это реально классные гибридные наушники, которые слушать просто приятно, поскольку они звучат очень живо, естественно, и я смело могу их рекомендовать всем, кто сейчас ищет вот такой вот сбалансированный и музыкальный теплый звук. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.